Представьте себе человека, который понимает вас с полуслова. Вот когда вам грустно, он вас поддерживает, он чувствует вашу боль, вроде как предугадывает ваши желания. Вот человек, который просто вот с тобой на одной волне. Казалось бы, идеальный партнер или друг, правда? Но что если я скажу вам, что вот эта способность чувствовать ваши эмоции, это не дар любви, а хладнокровное оружие? Меня зовут Евгений Масеев, я врач-психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы поговорим о самом, наверное, разрушительном типе личности. Это люди, которых боятся самые махровые нарциссы, самые забубенные абьюзеры. Друзья, сегодня мы будем говорить о темных эмпатах. Я расскажу 5 признаков, как понять, что рядом с вами находится именно такой человек. А в самом конце видео я открою вам самый главный секрет, как именно темный эмпат ломает вашу психику, и дам единственно верную стратегию, как с таким человеком вообще можно себя вести так, чтобы вас эти отношения не разрушали, чтобы вы могли защитить себя от него. Смотрите это видео до конца, потому что эта информация может спасти вас от долгих лет тяжелой терапии. Давайте для начала разберемся, как работает нормальная здоровая эмпатия. Я смотрю на вас и вижу по вашей мимике, по голосу, по опущенным плечам, что вы расстроены или грустите, предположим. Когда я это замечаю, это рождает во мне мгновенно, без моего какого-то вмешательства, комплементарные эмоции. Я также начинаю грустить, но причем это не моя грусть, это ваша грусть. И вот уже как бы ведомый своими эмоциями, своим эмоциональным откликом, я могу проявить эмпатию. То есть мне хочется поддержать или утешить. Это одно из проявлений человечности, вот эта вот необходимость социальной сорегуляции. Нам важно чувствовать эмоциональное состояние другого человека, потому что нашим предкам это помогало выживать. Как это работает у темного эмпата? Он также смотрит на вас, видит, что вы грустите, но это не вызывает у него эмоциональный отклик, это вызывает у него только понимание и осознавание того факта, что вы грустите. И соответственно, поскольку у него нет этого стопора в виде сопереживания, он может использовать эту информацию в любых целях, в том числе враждебных или манипулятивных. Итак, 5 признаков темного эмпата. Первое – это эффект идеального зеркала. В начале отношения такой человек может казаться какой-то родственной душой. Он отзеркаливает ваши ценности, вы совпадаете с ним по каким-то вкусам, он задает вам очень глубокие вопросы. Собственно, вот такая вот какая-то открытость, она вас подстегивает к тому, чтобы вы еще больше ему открывались. Вы рассказываете ему о своих детских травмах, страхах, он вас слушает как никто другой, то есть вот такой благодарный слушатель. Но со временем вы понимаете, что вот в этом всем общении есть что-то такое вот пластиковое. То есть он всегда говорит правильные слова, делает правильные действия. И вы понимаете, это как будто бы такое или слишком вежливое поведение, или поведение как будто бы написано каким-то алгоритмом. Вот как будто бы ему искусственный интеллект написал, как себя вести. То есть вы замечаете, что несмотря на то, что он вроде бы как вот очень внимателен к вам, но вот тепла, вот этого отклика теплого нет. Он не сопереживает вам, он просто собирает о вас информацию. Второе – это снайперский удар по уязвимостям. Вот обычный абьюзер, когда хочет оскорбить другого человека, он это делает так, в общем, очень, знаете, так неизящно. То есть просто говорит все подряд. Темный эмпат поступает не так. Он месяцами тебя сканирует, слушает твои вот эти исповеди, потому что тебе ведь кажется, что у вас доверительные отношения, ты много чего о себе рассказываешь. И потом, когда у вас возникает ссора, он совершает хирургически точный удар в самое больное место. Если у вас есть страх быть покинутой, он использует угрозу ухода. Если у вас есть какие-то комплексы по поводу своей внешности, он делает такой точечный удар в вашу самооценку и мгновенно обрушает. Причем он делает это совершенно спокойно. Третий признак – это ювелирное внушение чувства вины. Темный эмпат очень редко заставляет вас что-то делать угрозой или криками, он использует вашу собственную совесть. Он может мастерски вывернуть ситуацию так, что если он сделал вам больно, то в результате все равно будете извиняться вы. Он давит на жалость и показывает, как сильно вы его ранили своим непониманием. Он отлично вас знает и нажимает на нужные кнопки, чтобы вы самостоятельно отказались от собственных границ. Четвертое – это ядовитый сарказм под маской шутки. Если психопат проявляет агрессию прямо, открыто и это сразу видно, то темный эмпат использует пассивную агрессию. Его любимый прием – это такой ядовитый кусучий сарказм под маской шутки. И когда он вас как-то так поддевает, он потом говорит что-то вроде «ну я же просто пошутил, почему ты такая ранимая?». Таким образом, он постоянно держит вас в напряжении, потому что вы знаете, что он всегда может вас подколоть, постоянно какие-то вот эти вот нападки с его стороны. Кроме того, если вы пытаетесь сказать что-то, что мне не нравится, как ты со мной разговариваешь, он просто говорит, у тебя просто чувства юмора нет, что не понимаешь шуток. И, наконец, пятое, самое важное, то, что я обещал вам рассказать, темный эмпат вызывает у вас мощнейший когнитивный диссонанс. Вы задаетесь вопросом, как человек, который меня так хорошо понимает и так чувствует, может делать мне так больно? Ответ жестокий. Он делает вам больно
именно потому, что он хорошо вас понимает. Он использует вашу психику как инструкцию по эксплуатации, где написано, на какую кнопку нужно нажать. Как от этого защититься? Первое, самое важное, вам нужно осознать, что человек напротив вас использует свое умение чувствовать вас и видеть ваши эмоции против ваших же интересов. Вам нужно перестать пытаться воздействовать на него эмоционально. То, что работает в обычных здоровых гармоничных отношениях, здесь не работает. Совершенно бесполезно объяснять ему, как вам больно, плакать. Он и так все это знает, просто ему все равно. Вам нужно выстроить свои границы и проговорить свои условия вслух. Просто вот скажите вслух: я вижу, что ты делаешь сейчас. Я вижу, как ты читаешь мои эмоции, пытаешься дергать за ниточки. Я в эту манипулятивную игру играть не буду. Мне это не подходит. Вы не замираете, не прячетесь в раковину, а четко обозначаете, что вы видите его насквозь, и с вами больше это не работает. Если вы чувствуете, что узнали в этих описаниях своего партнера, если чувствуете, что запутались в манипуляциях, что теряете себя и свои границы в этих отношениях, не пытайтесь разбираться с этим один на один. Ссылка для записи на мои онлайн-консультации находится в описании под видео. Обращайтесь, будем разбираться и возвращать вам контроль над вашей жизнью. Обязательно поделитесь этим видео с тем, кому оно сейчас необходимо. Также в комментариях под этим видео можете поделиться своим опытом общения с темным эмпатом, если у вас был такой опыт. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.